Итак, так как это первое видео о Вьетнаме после завершения нашей поездки, а их будет несколько, как вы догадались, сразу ответ на вопрос, почему же Вьетнам и почему Муйне. Первое. Мы тут не были. Все вновь. Мы любим открывать для себя что-то совершенно новое. Мы постоянно это делаем. Недавно мы были в Таиланде, и нам было интересно сравнить две азиатские страны. А побережье Муйне мы выбрали в основном из-за погоды в феврале, так как отпуск у нас в феврале был. Фукуок, Ничан, которые более туристические и менее ветреные, не подошли нам по погоде именно в это время. Там было очень холодно и дождливо. Почему этот отель? После тщательного изучения местоположения, отзывов, наличия пляжа, цен на услуги и качества обслуживания мы остановились именно здесь. И вот что мы увидели. Итак, наша комната. Мы вошли с балкона. Огромнейшая кровать. Телевизор, столик со всей информацией. Там вот ванна за стеклом. Хотите значок опускайте, хотите поднимайте. Приветственный набор. Чай, кофе, вода. Здесь холодильничек. Вот это вот ванна. Душ полноценный, туалет. Шкаф. В шкафу должен быть тоже набор. Вот это вот банные, господи, бассейновое полотенце. Шапочка. Халатики. Зонтик. Здесь у нас набор. Зубная щетка, мыло, райзер для бритья набор. И, конечно же, вишенкой на торте, сейф. Вишенкой на торте это вот балкон. Итак, Хуанг Нгонг Бич Резорт. Небольшая панорама с балкона. Вот там вот пляж. Бассейн. Конечно, не очень приятно, что ездит всякое, но в номере не очень слышно. Прямо напротив, где принимают завтрак. Внизу дорожечки. И вот такая зеленюшечка. Пойдем на завтрак. Да, 6 часов 30 минут. Семь утра. Вот это ресторан. Это бассейн пустой. Совсем пустой бассейн. Его чистят. Вот у меня тетечка за спиной поливает травку. Вот другая тетечка протирает столики. Это еще одна тетечка ходит и смотрит, что делают другие тетечки. И вот там шумит море. Сейчас поближе подойдем, сниму. Муйне. Поселочек на берегу Вьетнама. Собственно, Муйне вот там, вот, где куча вот таких вот кругленьких рыбацких лодочек. А мы в самом-самом конце цивилизованного пляжа. Ну, я к тому, что пляж Тыундэши есть и гостиница есть. Но наша гостиница... Можете посмотреть, какого размера пляж, как он убран. Народ в основном почему-то берет вот там Бамбу-Виллидж, там Сихорс и так далее. Вот посмотрите, вот там пляжики. Вот там пляжики. Да. И вот тут пляжище. Волнорез один перекрывает от соседей. И народ пишет, что всегда были волны. А вот здесь, посмотрите, какое-то. Они вот сюда вот доходят. Хорошенькие, нежненькие, никаких корабликов португальских на берегу Кусачи, никаких блох, все обрабатывают. Умнички, просто умнички, лежачки пустые. Тишь да благодать. И никого в 7 утра.
Снова мы на берегу бассейна. Очень много зелени. Причем она органично вписана. Дорожки идут справа, слева. Какой тут запах стоит обалденный. Засаженные, подсаженные, ухоженные. Сейчас к водопадику подойдем. Да, водопадик, а не фонтанчик. Мостик сначала. Сейчас мы на территории гостиницы. То есть это в гостинице. Вот. О, тут запах такой цветущий, сладкой жимолости какой-то. Вот это течет речушечка. В ней плавают рыбки. Сейчас их не видно. Если кину туда немножко булочки, то очень даже видно. Это тоже корпус гостиницы. Но туда мы не пойдем. Пойдем мимо водопадика к нашему корпусу. Креативненько, смотри. Цветочки прямо на пальму приколотили. Чисто, ухоженно. Народ пишет, что ничего тут особенного не ползает, ну кроме геккончиков. Прилетают попугайчики, бегают белочки. И, честно говоря, один раз где-то там в Бангово видели змейку небольшую. Ну, чего вы хотите, все-таки джунгли. Ну, там большая лягушечка 2 спряталась. Вот мы выходим к ресепшн. Здесь водопадик. Вот здесь мы кушали, ресторан. Вон рыбки. О, вон они. Ой, ой, как они там играются. Вон, серенькая. Огромнейшая рыбочка. Вон там еще одна такая же. Крутая. Это уже выход на пляж, прям 2 шага. Стоит молодой человек, серьезный. Ветерок такой приятный прям. Ну, народу прям никого практически. Морюшка. Тепленько. И это маленькие волны. Мелкие крабики быстро передвигаются. Он может снять дырочку. Таких дырочках весь берег. Вот они помельче дырочки есть, а вот там ждут крабики. Они вылетают, хватают чего-то и убегают обратно. Качельки, между прочим. Спасатели даже есть. Там в корыте плавают.
Вот территории гостиницы разные способы проживания. Есть вот такие бангало, прямо практически на берегу. То есть вот это вот все домик, который ты снимаешь один или на две семьи. Есть домик со вторым этажом, каменный. То есть это тоже способ проживания. Вот это вот, сколько там, 3-4 этажа. Это первый корпус. Вот там второй и третий корпуса. Вот здесь вот 4 этажа стали. 4. Сейчас 20 февраля, 6 часов вечера. Пляж отеля Хуангок Beach Resort. Вот так выглядит море. Вот там вот центр буйный, там где все самые распиаренные гостиницы. Народ пишет, что там вечером огромные волны и нельзя купаться. Вот у нас. И весь день были вот такие волны. С утра мы купались, можно купаться и сейчас, если хочется. Все хорошо. Первый вечер, и мы пришли в рыбный ресторан. Сели вот тут на бережку. Это не ресторан, это ресторанище. Сколько? 7:30? 7:30? 18:30. 6:30. Заказали гадов, тех, которых пока знаем, потому что остальное мы еще пока даже не знаем. Там я показала, где мы сидим, а выбирают тут. Некоторые вещи я даже без понятия, как называются. Но выглядит, конечно, вау. Мы взяли что-то из знакомого, вот таких штучек. 590 за килограмм. Но они достаточно крупненькие. Вот такое есть. О, ну это уже будет, наверное, в следующий заход. Что-то такое прям. По ценам надо умножить на 4 и убрать 2 нуля. И будут наши рубли. Она прямо там все живое и ползает. То есть их вылавливают, взвешивают, показывают тебе вес. Тут же их готовят и приносят. Мы заказали 2 вида. По-моему, даже устриц. Посмотрим, сколько это выйдет. А вот это, конечно, дорогая штука, но, конечно, порядок дешевле, чем у нас. Но это вау. Готовит тут жена книж с чесноком, без чеснока. Ну, как сказать, вон там сколько меню. Так, ну ладно. Следующее будет, что уже нам принесут.
Вечерняя улица Муйне, Комбо 35. Все здесь в одном флаконе. Вот там фудкорт. Там много-много столиков посередине. Можно покупать в разных кафешках. На каждом углу делают тебе какой-нибудь смузи-шмузи. Тут же магазин iPad, Apple, все, что ты хочешь. Вот так выглядит штучечка, где можно свежие соки, чай, остатки фруктов, потому что рынок закрыт. УАЗики по улицам ездят. Видно? Очередной закат Муйне. Море спокойное. Для Муйне вообще спокойно, чтобы вечером были такие волны. Потому что днем был сильный ветер, и мы были чуть выше, там они прямо разбивались о парапет. Вот это кусочек набережной, который пешеходный, небольшой. Тут не так много гостиниц, просто сделали кусочек, вероятно, будут делать дальше. Если повернуть камеру в другую сторону, можно не через море, чтобы посмотреть, что вокруг. Вот. Чтобы было понятно, какое тут все. И вот там вот стоят рыбацкие лодочки, а след за ними это уже наш пляж, наши гостиницы. То есть как бы чисто теоретически можно пройти. Вот набережная заканчивается здесь, по песочку, и дальше здесь чоп-чоп. Набережная пешеходная. Вот тут начинается ряд гостиниц. Здесь вообще никого нет, но горит внутри свет. Даже непонятно, заброшено это место или нет. Но пусто, нет ни одного человека. А соседний участочек — это такие хиппи. А территория, я про нее читал, да. И вот там вот люди чилят. В воздухе стоит запах полезного. И вот ребята отдыхают с собачкой. То здесь такое на расслабоне, травка, все остальное иностранцы. У этих гостиниц у всех такой бар, потому что начинает съемка, так и должно быть. Конечно, фонарь горит, я так поставил. О, а вот это сдается. О, детский. То есть вот здесь пошел ряд гостиниц. Сегодня ходили в другое место, тоже рыбный ресторан. Сегодня пятница. Выходной, соответственно. При входе тоже можно выбрать себе живых моллюсков, гадов, всяких, рыбку.